Всем привет, дорогие друзья! Я иду с пар. Сегодня 29 сентября, а это значит, что сегодня начинается мое путешествие. Вот, купила себе завтрак. Сейчас иду домой собирать вещи, свой рюкзачок. А куда я выезжаю, я расскажу чуть позже. Ну что, мы уже прошли все таможни, мы уже буквально через 1,5 часа покидаем Гонконг, сидим на нашем гейте и улетаем в Токио. Ну что, друзья, всем привет. Время 5:30 утра. Мы все еще в аэропорту. Стоим рядом с монорельсом. Вот там едет монорельс, там через 10 минут приедет наш поезд. И почему же мы все еще в аэропорту, спросите вы? Да просто от аэропорта такси стоило где-то в районе, в рублях, если, то до нашего отеля такси стоило 10 тысяч рублей. И нам стало очень жалко денег. Все метро и поезда открывается с 5 утра в Японии где-то. Поэтому мы решили подождать. Сегодня все еще 30 сентября, начало дня, а мы не можем ехать из аэропорта. Дорогие друзья, всем привет! Время 6:30 утра. Мы проехали уже и на монорельсе, и на метро. И сейчас идем к нашему отелю. Итак, мы зашли в наш отель. Комната в нашу... Дверь в нашу комнату. Семен, встань в полный рост. Ну под тебя. Я цепляюсь. Ну, под тебя делали. Вот. Отель, кстати, классный. Пока что вроде. Нас бесплатно кормят по утрам. Балдеж. Это не наша комната. Что? Ладно, ребята, у нас двухэтажная кровать, мы в общаге и диван. Семен, диван для тебя. Эстетик. Сейчас, кстати, идем спать. Надо выпить кофейку. И завтрак у нас... спать, надо выпить кофейку. И завтрак у нас это тосты с джемом. Есть вот джем с клубникой, с апельсином, кофе, тосты. В принципе, все очень вкусно. Столовка, кстати, выглядит достаточно прикольно. Итак, уже сразу одни из самых главных отличий, которые мы здесь нашли. Отличие номер один от Японии и Китая — это то, что в Китае курят, как я уже где-то упоминала, просто на каждом шагу. Здесь же буквально на всех остановках, на многих дорогах прикреплены знаки No Smoking Area. Поэтому тут вообще вот мы идем минут 30. Мы не встретили ни одного курящего человека. Это даже немножко приятно. И еще мое самое любимое отличие — это то, что тут нету электробайков. Мы идем, нас никто не сбивает, нам никто не сигналит. Такое спокойствие, такое умиротворение. Да, тут очень много велосипедов тоже, но именно электрических девайсов тут намного-намного меньше. На каждой из этих арочек написаны какие-то пожелания по типу
Вот тут, например, написано «безопасность внутри семьи», но это мы на китайском прочитали. В принципе, оно в японском должно означать то же самое, а еще я 3-й раз ударилась головой об палку. Наше предположение: если пройдешь под всеми арочками с этими пожеланиями, то оно все у тебя будет. Хорошая легенда, мне нравится. Кстати говоря, про метро. Оно здесь вообще не глубокое. То есть мы спустились буквально 1 лестничный пролет и еще 1. И мы уже в метро. То есть ни одного эскалатора тут нету. И оно почти на поверхности, и скорее всего оно уйдет над землю в какое-то время. Я говорю, я тебя потеряю. Оцени количество народа. Да. Людей просто тьма. Мы на Сибуя. В общем, вот сам памятник Хатико, который ждал здесь хозяина. Я сменила локацию, чтобы специально рассказать вам факт, который мне вот достался вот только что буквально. Итак, перекресток Шибуя. И как многие из вас знают, там были сцены из культового кино «Токийский дрифт». Да, всем он очень понравился, фильм крутой. Но знали ли вы, что разрешения на съемку в этом месте у режиссера и студии не было? И что они сделали? Они отсняли материал, к ним подходит полиция и говорит: а кто режиссер? Ну, как бы, должны посадить были режиссера. Но у студии Universal был свой план. У них был подставной режиссер, которому заплатили денег, и он сел в тюрьму вместо оригинального. Вот такой вот фильм с посаженным не режиссером. Обращайтесь за интересными фактами. Всем пока! Ехали на Синдзюку. Улица красивая, красочная. И как будто бы мы никуда не уехали с Шибуи на самом деле. Мы нашли легендарного кота на этой улице. Это 3D-кот на улице Синдзюку. Он как будто бы немножечко вылезает из экрана. 3D-эффект. В общем, на Синдзюку этот кот очень крутой, прикольный. Значит, он 3D-эффектный, еще и мяукает, и интерактивный на нескольких экранах. Так что это главная достопримечательность этой улицы, и она вполне себя оправдывает. А еще он работает как невероятно крутая рекламная акция, потому что с этим котом все хорошие компании японские хотят интегрироваться, и, конечно же, стоит очень много. Ваши эмоции? Кот хороший. Одобряем. Друзья, не поверите, на нас нападает Годзилла. Вон она. Мы все еще находимся на Синдзюку, и сейчас мы неспешно идем к новой нашей точке, которая называется Кабукичо. Если вкратце, то это улица, на которой огромное количество всяких кафешек, ресторанов, в которых бедные, грустные, одинокие люди платят специально нанятым мальчикам и девочкам за то, чтобы они составили им компанию. И то есть те, кто там работают, прекрасные эскорт-услуги, они мало того, что едят
бесплатно, так им еще и платят просто за то, что они болтают. В принципе, не работа, а мечта. Но надо хорошо знать японский. Вот, так что сейчас найдем. В общем, эти ребята, мальчики в белых костюмах и в масках кошек, ходят, и у них на спинах есть баннеры с мальчиками, которые сегодня работают в том или ином клубе. Сделано это для того, чтобы привлечь больше посетителей. То есть, если кому-то на улице прям уже понравился парень, то они пойдут в это заведение, чтобы с ним побеседовать. А вот, собственно, это знаменитая арочка, которая обозначает начало этой невероятной улицы. Эта арочка буквально как бы вход на улицу греха и прочего. И вот там вот мы входим, и вот отсюда мы уже не выходим. Красота! Итак, Семен рассказал про такие вот бары на таких обычно традиционных улицах. Бары, где посидеть, поесть, попить пиво. После работы все китайцы, вот именно работяги, приходят. Такие заведения представляют из себя буквально одну барную стойку, за которой человек специально готовит еду. И вот это самая-самая традиционная китайская еда, самый традиционный прием пищи, без всяких удобств, просто пришел и поел. Итак, крутая история про метро на Синдзюку. Система станции метро Синдзюку очень странная. Тут очень-очень много выходов и входов, и, в принципе, под землей там такое разветвление, что ходит легенда, если ты повернул в одну сторону, по-моему, на запад, если ты повернул на западную сторону, метро Синдзюку, то ты уже оттуда не выберешься. И вот мы сейчас не можем найти наш вход, потому что вещи мы оставили в локере, и как бы мы очень боимся зайти в другой вход и не найти ничего. Так что вот такие вот легенды. Вот, ребят. Да. Сюда нам. Сюда? Вот. Ну что, начинается наш второй день в Токио. Сейчас мы вот позавтракали, вышли из отеля. Идем на метро и поедем сейчас покупать билеты кое-куда, куда мы двинемся завтра. Но это пока секрет. Еще мы сегодня... Да, затравка у нас такая. А еще сегодня мы путешествуем по храмам и паркам. Поэтому день такой духовного просвещения день. Вот. Настроение. Духовно просвещаться. Возвышаться. Ну что, можете нас поздравить? У нас первый дождь в Токио. Я в дождевичке. Идем, радуемся жизни. Там прикольный пруд. Вот такой вот у нас обед из Лоусана. Там спагетти, курица с рисом, попить, sparkling water, непонятная фанта. И... Ануша, что ты пьешь? Я не знаю. Не знаю. Приятного аппетита. В общем, бедно, под дождем, но вкусно. Кстати, еще один забавный факт про Японию и японцев. У них, как и в Китае, абсолютно не развита культура готовки дома. И если китайцы, в свою очередь, питаются во всяких дешевых забегаловках, которых просто на улицах туча, то здесь почти все японцы едят в Лоусане, в 7-Eleven. То есть там продается уже такая готовая еда, которую прям в магазине тебе разогревают. И это, в принципе, очень даже по-домашнему и стоит не так дорого. Поэтому вот с офиса выходишь, пообедал,
ушел обратно работать, а заканчиваешь работу, тоже зашел и поел. То есть, в принципе, это очень удобно, и мы сейчас вот поели достаточно вкусно. И по бюджету не бьет, спасибо. Сейчас мы направляемся к Токийской телебашне. Известна она тем, что это самое высокое сооружение из стали в мире, и по высоте она превосходит даже Эйфелеву башню. Высота ее составляет почти 333 метра. Эта башня имеет 2 смотровые площадки. Интересный факт, что сейчас она не используется как телекоммуникационная башня, а выступает просто местом для привлечения туристов. А также, почему вообще ее построили такой большой? Правительство Японии в 1958 году, когда ее строили, не хотели обезображивать город большим количеством страшных вышек. И вот построили одну для того, чтобы она доставала до всех уголков Токио. И теперь вот есть такой замечательный аттракцион. Кстати, мы дошли. Как вы можете видеть, по макету она вот реально как Эйфелева башня почти. Вечером и ночью также подсвечивается, но даже выше Эйфелевой башни. И я считаю, что красный цвет даже симпатичнее. Мама, я в Париже. Высота, конечно, огромная. Видно все вот эти каменные джунгли. Еще чем нравится Япония, все чисто. И вот в том числе стекла в смотровой очень чистые. Прозрачный поверх. Я, кстати, очень сильно боюсь высоты. Очень больно. Экспириенса ради решили мы спуститься на ступеньках. Тут всего 600 ступенек. Всего 600 ступенек. И вот мы идем. Осталось где-то 500. Вай! Вай, а тут что, стекла нету? Друзья, мы за решеткой. За решеткой. В общем, это Токийская телебашня, а вот это знаменитый подвальчик, где все стараются делать фотки. Сейчас прикреплю тут референсы. Стоим в очереди полчаса. Наша следующая. Вы рады? К слову, посмотрите, какая там очередь. Уже тоже образовалась. Ну, кстати, вайб. Просто это место популярнее, чем смотровая площадка на самой башне. Вот. Потому что тут фоткались всякие звезды. В чем вообще мне очень сильно понравился Токио? Это то, что, во-первых, ты идешь, там огромные небоскребы, какие-то высотки, и потом раз, и какие-то двухэтажные, трехэтажные домики маленькие. Потом заворачиваешь за угол, и буквально появляется какой-то храм, какие-то вот такие вот традиционные парки. И вот действительно то, что какие-то кладбища, какие-то храмы, и все это мешается буквально в центре города, это очень прикольно и создает такое очень колоритное впечатление о городе, что однозначно лайк. В общем, мы пришли в одну из кафешек традиционных, таких, где вот одна барная стойка, и там прямо тебе сразу готовят еду. Заказали себе раменчики. Вот выглядит прекрасно, отдали за них всего 1000 йен.
Вот. То есть, видите, то есть одна барная стойка, и вот тут буквально уже улица, выход. Короче, круто. Приобщаемся к культуре. Что ж, друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас 2 октября и 6 утра. Улицы пустые, все закрытое, людей нету. А мы с Семеном направляемся к метро, чтобы поспешно покинуть Токио. А куда? Сейчас увидите. Вот мы уже несколько часов пытаемся выехать на нашу точку. Едем, кстати, мы в город Кавагучика. И там, значит, от него мы уже пойдем на смотровую площадку Фудзияма. Но вот что хочется отметить. Мы едем всего, наверное, часа полтора или, может быть, 2. И, то есть, фактически мы проехали не так много. Но местность с небоскребов Токио уже давно сменилась на маленькие деревни. Люди тут занимаются сельским хозяйством. Никакой инфраструктуры нет от слова совсем. Горы, горные реки, поля. То есть какое-то земледелие, маленькие домики, очень много этих домиков сделано в японском стиле. Видно, что люди тут живут не богато, но вот именно вайб того, что они живут в горах и фактически не так далеко от центра Японии, это вау. Ну что ж, как вы можете заметить, я немножко утеплилась, потому что мы на высоте 2300 метров на Fuji Subaru 5, и вот за мной уже облака ниже меня, надо мной высокие облака. И тем не менее, вот там, где сейчас один туман, там должна быть гора. Кстати, немного информации про саму гору Фудзи. Это вулкан, он, кстати, сейчас активный. Эта гора является самой высокой в Японии, и ее высота составляет 3776 метров. Кстати, для японцев эта гора полностью священная, и это частная территория одного из храмов. Сюда ходят часто паломники совершать свои обряды, ну а также туристы и хайкеры. В принципе, здесь очень красиво, но забавный факт о том, что здесь, вот даже уже на Fuji Subaru 5, где обычная смотровая площадка, здесь уже разряженный воздух и дышится немножко сложнее. Ну и, конечно же, температура. А сейчас мы попробуем обойти гору и найти вообще где-нибудь, где ее будет видно. К слову, тут на смотровой площадке на этой, она очень большая по своим размерам. И тут, ну, конечно же, всякие сувениры, всякая фигня. Все, что нужно туристам. Но самый главный сувенир, а именно застывшую магму, с горы уносить нельзя. Очень-очень странно стоять на действующем вулкане. Хоть он и извергался в последний раз в 1708 году, но вот, а вдруг сегодня? Вот такой вот видок открывается. Тут, видимо, недавно совсем был оползень. Тут вот буквально бетончик, и все, и обрыв. Кстати, мы все-таки нашли, где можно немножко залезть. К слову, тут... Уклон градусов, 60. 60 градусов, Семен говорит. Я ему верю. Все бы ничего, но мы идем по этой магме. Она капец какая неустойчивая. Мы прошли что-то вот вроде такой тропы. Уклон просто жесткий. В общем, дорогие друзья, тучи ушли, и теперь у нас невероятно слепит солнце. И вот чтобы не сгореть, сижу вот так вот. Семен загорает сегодня.
Семен приедет облезлым. Я не облезу. Ну то, что ж, друзья, мы теперь на самом деле в облаке, на высоте 2500 метров. Воздух стал еще более разряженным. С нами наши друзья немцы. И облако идет прямо на нас. Нашли мы, короче, плиту, на которой написано что-то на японском. Я так предполагаю, что она старая, но, к сожалению, по-японски не читаю. Облако стало дуть еще сильнее на нас. На камере не видно, но оно вот прямо летит на нас все. И с каждой секундой становится все меньше и меньше что-то видно. Спускаться, кстати, мы решили по другому пути. Вот так вот выглядит наш путь, потому что тот, который более быстрый и прямой, на нем уклон 70 градусов, а с нашими кроссовками это невозможно. Поэтому пойдем по лесу, по ручью. Ребята, немцы, с которыми мы познакомились, оказались очень крутыми. Они нам помогли вот как раз с тем рассказать, где мы находимся. Они, в принципе, пообщались с нами. Приятно встречать иностранцев, которые не орут на тебя: «О мой бог, это что, белые люди?» Но, кстати, в Токио, вот хочется отметить, насколько Токио интернациональный. То есть тут вообще очень-очень много иностранцев. То есть по сравнению с Китаем, где на нас до сих пор во многих районах кричат «Элосы!» То есть, типа, кричат, что мы русские или так далее. Ну, просто даже из-за удивления. То здесь, мне кажется, есть огромное количество районов даже, в которых вот чисто живут иностранцы, работают. Тут есть International School, где учатся дети, где говорят на английском. То есть все очень так удобственно. И даже на самом деле ощущение того, что мы в Азии, намного меньше, чем в Китае. Тут как-то все оно более близко к Западу. Наверное, еще потому, что интернет открытый, кстати, да. Завидуйте. YouTube, Instagram, Telegram. Ну, Telegram в России работает. Ну, короче, все работает. Я в шоке, девочки. Это просто капец. Kiss me out of the bearded barley nightly, beside the green, green grass, swing, swing. Вот на той вершине мы были. Огромная, красивая. Вообще слов нету. Вот эти облака нас как раз загораживали. Мы вот были, где они, видимо. Но очень красиво. So kiss me. Мы буквально только что пересели с одного поезда на другой, доехали до немного другой точки. Легендарной точки. Мы бежали по лестницам, чтобы успеть, пока не стемнело. Мы пробежали, наверное, метров 500 в гору. И сейчас я покажу, какой отсюда нереальный вид. Это вид из Пинтереста, тот самый. Kiss me down by the broken tree. Что ж, уже стемнело. Стемнело буквально за 15, наверное, минут. Вон там вдалеке все еще видно немножко Фудзи. Мы спускались с горы с пагодой и нашли ритуальное очищение с водой. Вот такой вот дракончик. Очень красиво выглядит. Вот дипперы тут и ковшики и кристально чистая вода. На очищение работаем. 10:30 ночи мы наконец-то доехали до нашей станции метро. Идем в отельчик. Очень понравился сегодняшний день. Emotions? Emotions просто, ну, вообще вайб. Вайб. Слово этой поездки — это вайб. Сейчас зашли, кстати, в 7-Eleven, а там сушина вот такая. И роллина вот такая. И роллина вот такая. В общем, нам сказали приобщаться к местной еде.
Но мы, Но не сказали, как именно. но мы потратили все свои деньги на билет до Фудзиямы, так что есть такие вайбы. 4-й день в Токио, мы идем в храм. Идем, кстати, мимо традиционного какого-то рынка. Но он, скорее всего, наверное, выглядит больше как туристический, потому что вот эти красные показушные арочки, которым здесь явно не место. В целом, красиво, симпатично. Очередной храм в Японии. Ура! Сейчас мы приехали в район Асакуса, и за мной находится самый старый буддистский храм в Токио. Он основан был в 7 веке, и это одно из самых популярных мест для туристов во всем Токио. Также помимо храма на этой территории есть еще несколько других пагод, есть несколько храмов поменьше, много статуй и, в принципе, красивые сады. Кстати, видите, вдалеке это смотровая башня Sky 3 токийская. Ее видно просто на протяжении многих-многих километров. Она вот очень красиво мешается с местным колоритом храмов. И вот там буквально модернистский Токио, буквально в нескольких километрах. Значит, мы только что кинули монетку и помолились в этом буддистском храме. В целом здесь, кстати, очень красиво. Здесь полно украшений, все в красном, все в золотом. Огромное количество людей. Сразу видно, что место очень туристическое. Не зря это самый старый храм в Токио. А сейчас мы пойдем подышать священным дымом, загадывать желания. В общем, суть такая, вот небольшое кострище там находится, куда люди ставят благовония, и, значит, они вот омывают себя этим дымом, чтобы все желания и все молитвы обязательно сбылись. Дым в глаза попал. Сидим на... Набережной, получается. Как тебе моя кепка? Кепка, кайф, только маловато немножко. Вот, сзади нас Sky 3. Токио Это Sky 3, новый телебашня. новая телебашня, очень высокая, красивая. Вот там речка, красивая такая, набережная. Все красивое, все Там доброе. золотой домик, птички летают, люди ходят. Вообще, красота, сказка. Сейчас мы подошли вплотную к этой башне. Вон она над нами, вообще просто. Знаете, там шпиля не видно. О, сейчас погода облачная, и там вот просто... Пришли в традиционную сушную, где вот ездит лента с рольчиками. Там вот дядя стоит готовит. Тут опять же, как во всех этих, только одна барная стойка. И вот ездят рольчики. Вайб. Вот помимо того, что очень вкусный имбирь, про сами роллы сказать, рыба очень вкусная, соевый соус вкусный. И в большинстве этих сушев, именно сушев, рыбы больше, чем риса, как будто бы. Кайф. Семен тестит настоящий васаби. Ну, я пока сейчас просто положу и не знаю, как тестить. Как горчица обычная, он не прям еще, ну, не сильно острый, не жесткий. Мы с Семеном пришли на очень красивое такое инстаграмное место на Акихабаре. Тут
речка, и через эту реку идет аж 3 железные дороги, то есть метро и поезда. И выглядит вот очень красиво. Снизу проезжает красный поезд, на зеленом фоне играет просто нереально красиво. Мы сейчас пришли в одну из традиционных кафешек-баров на Синдзюку. И сейчас вот будем пить пиво и есть шашлычки. Привезли мясо. Шашлык очень вкусно. В общем, короче, тестим японское саке. Сейчас скажем свои эмоции. У нас новый день, новое приключение. Сегодня у нас день музеев. И первым делом мы пошли в токийский арт-аквариум. Здесь все так красивенько, с подсветочкой. Прям, ну, действительно арт. Тут, в общем, стоят чаши, где вот вода так фильтруется. И вот там рыбки. К слову, их прям можно потрогать. Ветер, конечно, просто ужасный. Мы находимся где-то недалеко от моря, и мы почти пришли в Тимлаб. В Тимлаб мы шли. Это, короче, модернизм. Короче, на самом деле это просто прикольные фотозоны типа музея, где поделать симпатичные фотки и посмотреть на красивые огоньки. Artworks with your entire body. これから皆様には裸足となり全身でアート作品を体験していただきます。 Your feet will get wet in some spaces. Please take off your socks and tights in the locker area. 水に濡れるエリアがございます。 Сдали вещи в локеры. Тут нельзя ходить в обуви и в носках. Все. Идем чувствовать пол ногами. Идем чувствовать искусство телом. Можно подумать, что тут плавают настоящие рыбки коя. К слову, вода немножечко белая, мутная, дна не видно. И везде зеркала. И вот, как и обещали на входе, искусство чувствуется не только глазами, но еще вот и по колено в воде. Наша следующая комната. Бесконечная комната с шарами. Мы сейчас сидим в комнате
куполообразной комнате. Здесь внизу зеркало, а сверху там нереально красивая какая-то проекция цветов, лепестков. Все летает в разные стороны. Мы вот сейчас лежали на полу минут 15, и у нас уже закружилась голова. Но то, как это выглядит в реальной жизни, а не на видео, это не передать, это невероятно красиво. Мы вышли во вторую часть музея. Это garden, то есть сад. И теперь мы вот наблюдаем какие-то вообще космические инопланетные конструкции. Заходим в сады. В общем, мы в этих висящих садах. И знаете, что сейчас поняли? Это же орхидея. Это настоящая орхидея. Настоящие живые орхидеи. И они еще, вот как можете видеть, так вот поднимаются и спускаются. Это вау-эффект. В общем, эти живые орхидеи — это просто какой-то класс. Но самое крутое — это опять же зеркала везде. И то, что цветы то поднимаются, то опускаются. И выглядит это все очень-очень красиво. Какой-то мега-вайб. Тут все деревянное. Прикол. Вообще. В общем, храм Мэйти — это самое большое синтоистское святилище в Токио, и оно было посвящено как раз вот императору Мэйти и его супруге. Кстати, вот реально тут на самом деле вся конструкция, вся территория, все построено тут из дерева. И это не потому, что это была какая-то реконструкция или он хорошо сохранился, просто это достаточно новое святилище и было учреждено в 1920 году. То есть, по сути, скорее всего, это даже еще не реконструировалось. Ну, может быть, там косметический ремонт, но не массово. На самом деле, летом лучше тут, потому что сейчас идет дождь, и очень сложно что-то посмотреть, а мы зонтики оставили в локерах. Вот. Но в целом, очень красиво, классно, вообще просвещаемся. Теперь не только в буддистских храмах были, но и в синтоистском святилище. Горело. Оно же деревянное. Ладно, оно уже... Поправка. Это святилище уже горело во время Второй мировой войны, так что это уже все отстроенное заново. Все 58 года. 58 года. Всем спасибо. Мы в аэропорту, улетаем из Японии, летим в Гонконг обратно, так что всем спасибо, всем пока.